Всем большой привет! Я сегодня занимаюсь засолкой сала. Буду вам показывать классический рецепт засолки сала в нашей семье. Будем не только солить на еду сало, но и коптить, потому что на сале очень много мяса. И такое получается всегда копченое, обалденно вкусное. Когда мы коптим сало, мы всегда еще коптим мясо на ребрах. Это всегда так вкусно. Но хочу сказать, мариную отдельно от сала, в отдельном ведре, чтобы оно отдельно, потому что их долго солить нельзя. Это же в рассоле, там много соли, мясо быстро набирается соль. От силы 2 дня, на 3-й день вытаскиваем, чтоб не пересолилось. Чтоб сало было вкусное, с таким душком, чтобы со вкусной шкуркой, Владик обязательно это сало шмалит или опаливает. Очень-очень хорошо. Прям вот до черна, смотрите. Видите, прям черное, чтобы все волосы, грязь, шкурка, все хорошо было прожжено. А еще так сильно опаливаем для того, чтобы шкурка была мягкая, когда посолится сало. Вкусно пахнет. Прежде чем солить, это сало, конечно же, теперь нужно хорошо помыть и пошкрести ножичком. Смывается очень легко, и если сделать горячую водичку, немножко вот так полить, и теперь смотрите, как она хорошо смывается. Прям будет хорошо смываться. Сейчас немножко труда, и у нас будет вкусное чистое сало. Ну и вот такое чистенькое, оно уже получается. Теперь убираем в кастрюльку, чтобы стекало, и продолжаем мыть. Забыла сказать, что мы заранее с Владиком еще днем вскипятили кастрюлю воды с лавровым листом и выставили его на улице, чтобы оно остыло. Это мы начали готовить рассол для мяса и сала, чтобы замариновать для копчения. Начиная с того, что смотрю, какое сало у меня идет на засолку, какое пойдет на копчение. Для засолки выбираю вот такое сало с маленькими прослойками. Где много мяса, то уходит у меня на копчение. В этот раз я купила сало, на котором очень много мяса, видите? Конечно, такое мясо, сало идет только на копчение. Конечно, оно будет даже наоборот, это может даже еще удачнее, это будет очень вкусно. Из него получится очень вкусное сало, делаю так уже много лет. Продолжаю разбирать свое сало. Какой-то у меня идет на копчение, какой-то идет на засолку. Нарезаю сало вот такими небольшими кусочками. Так ему легче промариноваться, ну и, конечно же, легче потом Владику коптить. Все лишнее мясо, видите, здесь много сала, это пойдет у меня на сухую засолку. Все лишнее мясо я срезаю, потому что хочется именно соленого сала. А из мяса потом что-нибудь приготовим. Вот так хорошо все убираю, срезаю, делю порционно. Ой, какой хороший кусочек получился. Он точно будет очень вкусным в сухой засолке. Итак, я сейчас быстренько нарежу сало и расскажу, что я делаю с ним дальше. При нарезке сала нужен острый нож. И в этом мне помогает моя любимая точилка. Блин, такая простая, стоит недорого, всем рекомендую от души. Ну просто вообще 2-3 раза провел, и мясо, и сало любое режется просто легко. Я много раз вам рассказывала про эту точилку, но очень классно, это не реклама, просто рекомендую от всей души. Ссылка будет под видео. Обязательно приобретите эту точилку, кто еще не купил, просто вот от всей души рекомендую. Обалденно. Ножи режут, любое мясо, рыбу, потом все режут. Для классического рецепта засолки сала по-сибирски нам нужна соль, чесночок, прям целую головку, 2 чайных ложки перца черного и обязательно хорошее вкусное сало. Желательно с тоненькой прослойкой, но у нас какое уже есть, потому что мы не сами выращиваем, мы покупаем. Чеснок я раздавливаю на чеснокодавилке, можно разрубить на комбайне. Мне неохота мыть комбайн, поэтому будет быстро на чеснокодавилке. Теперь беру душистый перец горошком и разрубаю его сюда. И довольно много. Прям вот, как я сказала, наверное, 2 чайных ложки точно. Соли не жалеем, потому что сало лишнюю соль не возьмет. Теперь ломаю пару зубчиков лаврового листа, прям штучки 4. И эту всю массу надо хорошо перетереть, прям хорошо-хорошо.
Боже, как это вкусно уже пахнет, ну просто космос. Мы 2 раза в год обязательно солим сало. И вот таким классическим способом и в рассоле, и коптим. Сало – это первое блюдо, когда стало холодать. На улице стало холодно, да и мы стали посвободнее. Ну и, конечно же, хочется сала. И поэтому сразу же солим. Соли много, потому что детей угощаем, родственников, маму. Блин, как пахнет. Смотрите, какая масса у меня получилась. И вот этой массой я прямо сейчас буду обильно натирать каждый кусочек, складывать в кастрюльку и плюс еще пересыпать. Прям беру вот так вот, закутывая все это сало. Вот, прям чтобы оно было в соли. И кладу в кастрюлю, немножко тоже кладу соли, шкуркой вниз, потому что шкурка должна просолиться и быть мягкой. Если мы шкуркой положим наверх, то шкурка засохнет и будет сухая и невкусная. А так, когда она лежит вниз, она будет очень вкусная, мягенькая, не засохнет и вкусная. Прям хорошо вот так. И плотненько укладываем. Кстати, сразу хочу сказать, что это сало я буду помешивать буквально раза 2 в день обязательно. Прям помешала, пошевелила, повернула и опять оставила в прохладном месте. Буквально сегодня оно у меня еще до утра постоит прямо на кухне на столе, а потом я уберу в холодильник и буду его солить в холодильнике. Ну, как я уже и сказала, буду обязательно помешивать. Вот у меня немного соли осталось, и я еще просыпаю хорошо свое сало. И нам будет очень вкусно, очень. Всем рекомендую попробовать этот рецепт или в рассоле. В рассоле тоже очень вкусно. Солим, видели, сколько много я оставила для рассола сала? Это все будет сало для рассола. Ну, как, конечно, часть пойдет на копчение, но что-нибудь мы себе оставим тоже покушать. Хочу сказать, что сало крышкой мы не накрываем, потому что оно может задохнуться. Я накрываю просто полотенчиком. Вот так накрываю полотенчиком и оставляю до утра. И также под полотенчиком оно у меня будет стоять в холодильнике. Через 3 дня я уже начинаю пробовать его. И если оно уже достаточно просолилось, все, я его отряхиваю и убираю в морозилочку. И потом мы достаем и кушаем. Это очень вкусно, очень обязательно сделайте.